Приветствую. Говорит Макс Вольф. Хорст Вессель – человек, посмертно возведенный на Олимп национал-социалистического движения. Имея хорошее происхождение и образование, он, тем не менее, не занимал высоких постов в партии, служа своим идеалам, что называется, в самой гуще событий, ведя прямую пропаганду там, куда не всякий партиец рискнул бы зайти – в красных большевистских районах Берлина. Его деятельность была многогранна. Так он писал стихи, и текст его стихов под названием «Знамена ввысь» позднее был использован в качестве официального партийного гимна, исполнявшегося наравне с песней немцев. Вессель был провозглашен «Блутцойге» – мучеником движения, и благодаря своей жизни и гибели в 1930 году стал идеальным образом национал-социалистического бойца. Незадолго до партийного съезда 1929 года Хорст Вессель принял участие в памятном разговоре с доктором философии Хансом Геркенратом, германистом и знатоком средневекового искусства. Разговор этот прошел на углу Фридрихштрассе и Унтерден-Линден и длился примерно 1,5 часа. Доктор Геркенрат не стеснялся в выражениях и нисколько не пытался держать свое мнение при себе. «У тебя почти беспримерные способности разрушать свое будущее. Но я хотя бы думал, что пусть даже в этом отношении, но у тебя будет немного побольше воображения. Но шутки в сторону. Какой смысл сидеть в дурацких пивных, драться с марксистами и жить столь глупой жизнью ланскнехта? Парень, задумайся, это что, цель твоей жизни? В конце концов, ты же студент, а также отличный юрист и можешь сделать прекрасную карьеру, если захочешь. А что ты делаешь? Ты бродишь по Ведингу, позволяя избить себя до крови, или избиваешь в кровь других. Парень, Хорст, если уж ты хочешь видеть кровь, то лучше займись мензурой. Взмахни шпагой, как это и подобает человеку твоего образования. Когда я смотрю на то, чем ты занят, то испытываю к тебе ледяную злобу. К тому же, ты хорошо можешь писать, и на самом деле ты талантливый паренек. Ты же умный... Подожди-ка один момент. Твоя основная мысль мне ясна. Я осознаю, что ты не поймешь ни единого слова из того, что я собираюсь тебе сказать. Я мог бы с таким же успехом говорить с тобой по-китайски. Но как раз в виде исключения я поговорю с тобой по-китайски. Дело, собственно, выглядит так. Вот факты. Я родом из пасторского дома, хорошо воспитан, получил отличное образование, принадлежу к кёзнерским корпорациям, Нормании и Алемании, 2 превосходным корпусам. Я изучаю юриспруденцию со страстью и любовью, а также пишу стихи и новеллы. Я люблю литературу и музыку, и поэтому, как ты верно подметил, я человек мыслящий. У меня также довольно хорошие манеры, не правда ли? Я никогда не ел рыбу ножом и могу поцеловать даме руку, не измазав ее своим носом. Извини, Ханс, я чуть не перешел на свой твердый тон эсса. Ради тебя я постараюсь и дальше высказываться изысканно. Итак, я мыслящий человек, это мы установили. Я погружен в изучение Гёте и люблю романтизм, Шлегеля, Тика, Новалиса. Я боготворю Гёрдерлина и знаю своего Ницше и своего Канта. И я могу рассказать и объяснить, что такое dolus eventualis и что представляло собой право древних римлян во времена уважаемого господина Цезаря. Так что повторять то, что я мыслящий человек, можно бесконечно долго. Но теперь слушай внимательно. Все свои духовные владения я отложил в сторону. Я живу в ужасных лачугах, пахнущих щами и вчерашним кофе, ведь я в основном ем щи и пью вчерашний кофе. И я дерусь. Тогда, когда приходится, а приходится очень часто, с натравленными немецкими рабочими, с преступниками, с сутенерами. Я одет в коричневую рубашку, и я марширую со своими соратниками, и эти мои соратники – обычные работяги, как ты снисходительно называешь этих людей, которые являются нашими лучшими людьми. Я также провожу время в пивной с моим штурмом. В СА я на службе 24 часа в сутки, и я не зарабатываю на этом ни копейки. Ну, что ж, я еще не закончил. Итак, я отодвинул в сторону все, что есть моим интеллектуальным богатством. А сейчас обрати пристальное внимание. Для меня ничего не значит безопасность существования, перспективы карьеры, сокровища культуры, духовности, образования. Даже профессия юриста для меня пока ничего не значит. Хочу тебе сказать, даже вся моя жизнь для меня пока ничего не значит. До тех пор, пока этот народ живет в таких ужасных внешних и внутренних лишениях.
Пока у этого народа нет культуры, нет духовности и нет безопасного существования, я не хочу владеть ни одним из этих благ. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я, Генкенрат? Конечно, я это понимаю, я просто говорю, Вессель, ты убедишься, что нельзя принести культуру этому народу, да и любому народу вообще, сражаясь не на жизнь, а на смерть, и... Вот, как раз таки. Черт, теперь мы подходим к сути дела. Неужели ты думаешь, что я не знаю, скольких интеллигентных людей отталкивают наши грубые манеры, наш грубый язык и вся наша манера поведения? Ханс, так должно быть, так просто должно быть. Дом сначала необходимо возвести, а уже потом его можно будет обставить. Сначала нужно проложить дороги, прежде чем по ним поедут автомобили. Сперва нужно при любых обстоятельствах обеспечить политическое выживание своего отечества, прежде чем мы снова сможем размышлять о Гёте, Гёльдерлине, Иоганне Себастьяне Бахе и обо всем, чем может насладиться душа. Геркенрат. Не существует немецкой культуры без немецкого государства, и нет немецкого государства без немецкого народа. Ты знаешь, что я никогда не занимаюсь словоблудием, и я только что высказал тебе фундаментальное предложение моего мировоззрения. А сейчас я расскажу тебе о применении этого мировоззрения. Звучит немного грубо, но мы огрубели в жестокой борьбе. Практическое применение этого мировоззрения следующее. Любой, кто является мыслящим человеком, кто знает о культурных ценностях нашей нации и любит их на протяжении всей жизни, кто хочет заботиться и оберегать их, кто хочет внести свой малый или большой вклад в то, чтобы они продолжали цвести и расти, кто считает их своим духовным состоянием, именно этот человек, Ханс, именно он в эти решающие времена должен отодвинуть их на время в сторону. Ведь сначала для культуры необходимо очистить дом, понимаешь? Возможно, дом придется перестраивать с нуля. И когда дом будет воздвигнут, аккуратный, достойный, очищенный вдоль и поперек, только тогда мы будем готовы. Тот, кто убежден, что нынешний немецкий дом недостоин для размещения истинно немецких духовных ценностей, должен сначала уйти из театров, из салонов, из кабинетов, из концертных залов. И знаешь, куда ему нужно направиться? Ему придется выйти на улицу, ему придется встать в гуще народа и говорить, кричать, и, если нужно, драться, чтобы снести старый, ветхий, прогнивший немецкий дом и на его месте построить новый. Видишь ли, дела обстоят именно так. И как бы парадоксально это ни звучало для тебя, Ханс, в этих рабочих кварталах, в которых я живу, в этих замках печали, нужды, преступлений, нищеты и подстрекательств, в этих районах, в которых ты, конечно, никогда не был, но которые стали моим домом, и ты можешь хоть 100 раз сморщить свой высокоинтеллектуальный нос. Но здесь немецкая культура защищается нами, СА. Та культура, мой дорогой, которой ты хочешь лишь обладать, но ты не пошевелишь и пальцем, чтобы ее защитить. Я говорю тебе, каждая драка с коммунистами, каждая маленькая демонстрация СА на этой дикой территории, каждая баталия в зале дебатов – это шаг вперед на пути немецкой культуры. И каждая голова штурмовика, разбитая коммунистами, сохранена для народа, для Райха, для немецкой культуры. Видишь, я могу объяснить, что стоит на кону, потому что я мыслящий человек. И я служу в СА, день за днем и ночь за ночью. Я не хочу быть никем иным, как полевым солдатом Адольфа Гитлера, при этом столько, сколько придется. Я хочу иметь дело с коммунистами, и как можно чаще. Чем тяжелее бой, тем больше хочется мне принять в нем участие. Я знаю, есть университетские профессоры, писатели, художники и музыканты, которые считаются хранителями и носителями духовных сокровищ этой страны. Но сейчас это не так. Сейчас это безымянные мужчины, которые расклеивают плакаты и распространяют листовки, защищают залы собраний, теряют работу, голодают, испытывают жажду, замерзают и просят милостыню, каждый час рискуя своим здоровьем и жизнью. Дорогой Ханс, во времена, когда вершатся столь судьбоносные события, иногда приходится делать примитивные вещи. Точно так же, как людям нужно есть, чтобы иметь возможность трудиться, нам приходится бороться. Бороться примитивно и древними методами, чтобы обезопасить нацию. СА, собственно, марширует за Гёте, за Шиллера, за Канта, за Баха, за Кёльнский собор и Бамбергского всадника, за Навалиса и Ханса Тома, за немецкую культуру. Веришь ты в это или нет? Они хотят, чтобы Германия снова стала немецкой, то есть, чтобы Германия была национал-социалистической. Либо это удастся, либо нет.
но мы обязаны добиться успеха. И этого успеха добьются ЭСА, на которых ты смотришь свысока, потому что они воюют на улицах. Ты знаком с Гиперионом, не так ли? Они его не знают. Но поскольку я также знаком с ним, я хочу, чтобы Гёльдерлин еще много раз ходил по немецкой земле. Но сначала он должен найти саму немецкую землю, и я помогу ее подготовить. И пробегу по Фридрихсхайну с сотней диких и крепких парней и снесу каждого коммуниста на своем пути. Все. Точка. Дорогой Вессель, быть может, так оно и есть, но я просто не могу себе представить, чтобы эти дикие ребята из Вединга, хотя бы и окольными путями, имели хоть какое-то отношение к немецкой культуре, что вы своими кровавыми баталиями в залах отдаете дань уважения Гёте, а своими громкими навязчивыми криками и вашими неотесанными манерами являетесь носителями культуры, и что ты специально выбрасываешь все, что... О, Геркенрат! Есть часто цитируемое изречение, которое я и сам от тебя слышал. Оно гласит: «Выбросьте, чтобы не потерять». Вот мы что-то выбрасываем. Мы, ЭСА, чтобы не потерять, чтобы не проиграть, а выиграть. А вы стоите в стороне и находите это крайне грубым, нерафинированным. Да черт возьми, борьба – дело не очень утонченное, но немецкую культуру невозможно защитить перьевыми ручками и пишущими машинками, и уж тем более нельзя так отвоевать ее. Теперь, мой дорогой однокурсник, нам предстоит драться за Гёте пивными кружками и ножками от стульев. И когда мы одержим победу, тогда мы снова раскроем свои объятия, прижмем к сердцу наши духовные блага и будем им рады. Посмотрим на Геркенрата. Когда прогремит Третий Райх, ты будешь говорить, что всегда верил в его пришествие. Будешь ходить со свастикой и кричать «Хайль Гитлер», но ты все равно так и не поймешь того, что я тебе только что сказал. А я, может быть, уже не смогу снова объяснить тебе все это. Ведь ты не должен забывать одно. Мы не только боремся за немецкую культуру, но и умираем за нее, если придется. И, возможно, это то, что нас ждет. С этими словами Хорст Вессель двинулся дальше. Ему вслед доктор Геркенрат медленно и несколько сердито снимает шляпу. Медленно, потому что его очень беспокоят мысли, которые ему только что высказал его однокурсник Вессель. И сердито, потому что он находит многие из этих идей замечательными, нравится ему это или нет. Благодарю, что досмотрели данный фильм до конца. Отблагодарить меня вы можете, поставив лайк под видео или высказав свое мнение в комментариях. Это очень помогает продвижению. Также не забывайте подписаться на канал, здесь вас ждет еще много чего интересного. И, наконец, переходите по ссылке в телеграм-канал. Именно там я выкладываю литературу по теме видео и источники, фото и аудиоматериал, а также многое-многое другое. Встретимся там. До связи!